Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Сегодня свяжем красивую простую шапочку с узором корона. Вяжется очень быстро, просто. Дам схему. Я буду вязать на объем головы 52 сантиметра. Ширина готового изделия 21 сантиметр, высота 22. Девочки, я приглашаю вас в свой телеграм-канал. Называется «Клуб вязания Марии Цинбал». Прямо сейчас мы вяжем такой джемпер, поэтапно, порядово на любой размер. Здесь общаемся с девчонками, делаю подборки красивых моделей. А еще специально для моих подписчиков я приготовила классный подарок. Тренды в вязании на лето 2022. Ссылка на телеграм-канал в описании под видео. Итак, возвращаемся к нашей шапочке. Я буду вязать из пряжи Yarn Art Jeans Plus на 100 грамм 160 метров в составе хлопок и акрил. Цвет у меня 64, ярко-красный. Спицы номер 5. Оставляем длинный кончик нити и обычным способом набираем 62 петли. Количество петель должно быть четным, так как в начале шапочки у нас идет резинка 1 на 1. Набрали 62 петли, плюс одну петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась и вся смотрела в центр круга. Снимаем петлю с левой спицы. Накидываем на нее петельку с правой спицы. Затягиваем, повесим маркер начала ряда и начинаем вязание резинкой 1 на 1. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. Все петли в первом ряду провязываю за переднюю стенку. Довязываем таким образом ряд до конца. Во втором и последующих рядах над лицевыми вяжем лицевые за переднюю стенку, над изнаночными изнаночные за заднюю. Лицевая, изнаночная. Всего провяжем 5 рядов резинкой 1 на 1. После того, как провязали 5 рядов, переходим на вязание лицевой гладью. Все петельки провязываем лицевыми. Изнаночные за заднюю стенку, лицевые за переднюю. Следим за тем, чтобы петельки не скрещивались. Довязываем ряд до конца. Во втором и последующих рядах все петли провязываем лицевыми за переднюю стенку. Всего провяжем 8 рядов лицевой гладью. После того, как провязали 8 рядов лицевой гладью, мы приступаем к вывязыванию короны. Вот наша схема. Точками отмечены изнаночные петли, и наверху каждого клина короны у нас шишечка. Всего провяжем 24 ряда. Основание короны будет занимать 17 петель. То есть по центру шапки нам надо выделить 17 петель. Из нашего количества петель отнимаем 17, остается 45 петель. Условно делим их пополам. Я провяжу 23 петли от начала ряда, от затылка шапочки. Повесим маркер, обозначающий начало нашего узора короны. Провязываем 17 петель. И повесим второй маркер. Всю затылочную часть шапки мы вяжем лицевыми петельками. И вяжем до первого маркера, до начала короны. Центральную часть шапочки, нашу корону, будем вязать строго по нашей схеме. Мы дошли до маркера. Основание короны 17 петель. Начинаем с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Всего провяжем 9 изнаночных. Корону мы вяжем узором рис. В следующих рядах изнаночные будут чередоваться с лицевыми. Перед маркером у нас изнаночная. Провязали первый ряд схемы. Далее все петельки провязываем лицевыми. Второй ряд нашей схемы начинаем с лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так чередуем, пока не провяжем 8 изнаночных. У нас формируется узор рис.
Перед маркером у нас лицевая. Далее все петельки снова провязываем лицевыми и встречаемся в третьем ряду схемы. Третий ряд такой же, как и первый. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так продолжаем вязать, пока не свяжем 9 изнаночных. Заканчиваем этот ряд узора изнаночной. Далее снова провязываем все петельки лицевыми. Четвертый ряд начинаем с лицевой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем так, пока не свяжем 8 изнаночных. Заканчиваем ряд лицевой. Довязываем ряд. Пятый ряд схемы начинаем с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Чередуем так петельки, пока не свяжем 9 изнаночных. Заканчиваем наш узор изнаночной. Далее провязываем ряд до конца. Со следующего ряда нашей короны у нас начинается расширение основания. Шестой ряд нашей схемы нам надо переместить маркер на одну петельку вправо. Мы ее провязываем изнаночной и перемещаем маркер. Вяжем по схеме. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Всего нам надо провязать 10 изнаночных. Со второй стороны короны тоже у нас расширение. Довязываем до маркера. Перед маркером лицевая и смещаем его на одну петельку. Провязываем изнаночную и возвращаем маркер. Расширили основание короны. Седьмой ряд нашей схемы. Провязываем лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. И так до конца короны мы должны связать 9 изнаночных. Заканчиваем ряд лицевой. Далее все петельки лицевые до маркера. Восьмой ряд нашей схемы. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провяжем 10 изнаночных. Заканчиваем ряд тоже изнаночной. Маркер. Далее все лицевые. Девятый ряд начинаем с лицевой. Лицевая, изнаночная. Заканчиваем тоже лицевой, и мы должны связать 9 изнаночных. Провязываем затылочную часть шапки лицевыми. Десятый ряд начинаем с изнаночной. В следующем ряду у нас снова будет расширение. Вяжем изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую. Заканчиваем ряд изнаночной. Маркер. И далее провязываем все петли лицевыми. В 11 ряду у нас расширение. Включаем одну петельку до маркера в наш узор. Провязываем ее изнаночной. Далее снова чередуем. Изнаночная, лицевая. В этом ряду провязываем 11 изнаночных. Перед маркером у нас лицевая. Убираем маркер и включаем следующую петлю в наш узор. Провязываем изнаночной, возвращаем маркер. Довязываем ряд. 12 ряд начинаем с лицевой. И заканчиваем тоже лицевой. Всего провяжем 10 изнаночных.
13 ряд. Начинаем с изнаночной. Чередуем изнаночные и лицевые. И закончим тоже изнаночной. Всего провязываем 11 изнаночных. В 14 ряду расширяем наше основание, включаем петлю до маркера в наш узор. Провязываем ее изнаночной. И снова чередуем лицевая, изнаночная. Петля перед маркером лицевая. Не забываем включить следующую петельку в наш узор. Провязываем ее изнаночной и возвращаем маркер. Далее снова все петли у нас лицевые. 15 ряд смотрим по схеме. Провязываем одну лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. Далее у нас идут 3 лицевые. Снова узор рис, чередуем изнаночные и лицевые, всего провязываем 5 изнаночных. Три лицевые. Изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую. Закончили 15 ряд. 16 ряд начинаем с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее по схеме 5 лицевых. Снова узор рис. Изнаночная, лицевая, вторая изнаночная, третья изнаночная, четвертая изнаночная. 5 лицевых. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная. Закончили 16 ряд. В 17 ряду у нас расширение. Включаем петлю перед маркером в работу. Провязываем ее изнаночной. Далее лицевая, изнаночная, 5 лицевых. Далее узор рис. Чередуем изнаночные и лицевые, пока не провяжем 5 изнаночных. Далее 5 лицевых. Изнаночная, лицевая. И следующую петлю после маркера тоже включаем в наш узор, провязываем ее изнаночной и возвращаем маркер. 18 ряд. Начинаем с лицевой, изнаночной, далее 7 лицевых. Рис. Чередуем изнаночные и лицевые, пока не провяжем 4 изнаночные. Снова 7 лицевых. Изнаночная и лицевая. Закончили 18 ряд. 19 ряд. Провязываем изнаночную, 9 лицевых. Далее рис. Нам надо провязать 3 изнаночные. Снова 9 лицевых. Одна изнаночная. В следующем ряду мы будем формировать шишечки. Первая шишечка у нас над первой петлей по схеме. Провязываем ее так. Лицевая за заднюю стенку, не снимая левой петли со спицы, лицевая за переднюю стенку и еще раз лицевая за заднюю. После этого снимаем петлю и разворачиваемся. Первую снимаем, провязываем 2 изнаночные. Разворачиваемся. Первую снимаем, провязываем 2 лицевые. Разворачиваемся. Первую снимаем, провязываем 2 изнаночные. Разворачиваемся.
Первую снимаем, 2 следующие петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку и накидываем на эту петлю предыдущую. Затягиваем поплотнее, сформировали первую шишечку. Далее нам надо провязать по схеме 8 лицевых петель. Узор рис нам надо провязать 4 изнаночные. И снова 8 лицевых. И будем формировать вторую шишечку. Точно так же провязываем лицевую за заднюю стенку, за переднюю и за заднюю. После этого петлю снимаем, разворачиваемся. Первую снимаем, 2 изнаночные, разворачиваемся, снимаем 2 лицевые, разворот, снимаем 2 изнаночные, разворот, первую снимаем, 2 провязываем вместе лицевой за заднюю стенку и накидываем на эту петлю предыдущую. Закончили формирование 20 ряда. В 21 ряду провязываем 10 лицевых. Узором рис провязываем 3 изнаночные. И снова 10 лицевых. Двадцать второй ряд. 11 лицевых. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова 11 лицевых. 23 ряд, 12 лицевых, 1 изнаночная, 12 лицевых. И у нас остался 24 ряд, это формирование шишечки. Провязываем 12 лицевых и вывяжем шишечку точно так же, как первую и вторую. Лицевую за заднюю стенку, за переднюю, за заднюю, разворачиваемся. Первую снимаем, 2 изнаночные, разворот, 1 снимаем, 2 лицевые, разворот, снимаем, 2 изнаночные, разворачиваемся, первую снимаем, 2 провязываем вместе 1 лицевой за заднюю стенку и накидываем на эту петлю предыдущую. И довязываем 12 лицевых. Мы закончили формировать нашу корону. Далее будем делить все петли шапочки на 4 клина и начнем закрывать макушку. Причем один из клиньев у нас должен проходить по центру короны и закрываться вот таким образом. Делим петли нашей шапочки на 4 клина. 62 петли делим на 4, 15,5. Распределю петли так. На один клин оставлю 15 петель, на второй 16, на третий 15, на четвертый 16. Посерединке у меня будет клин, состоящий из 15 петель. Здесь 16, здесь 15 и здесь 16. Чередуем наши клинья, если у нас количество петель не делится на 4. Надену маркер начала ряда, отличный от других, это у меня колечко. Он должен размещаться в том ряду, где хвостик. Провязываем петельки до первого маркера, не доходя 2 петли до него. Первую из этих петель снимаем. Вторую провязываем лицевой и накидываем на нее предыдущую. Получилась петля с наклоном влево. Далее маркер, лицевая. И 2 петельки провязываю вместе лицевой за переднюю стенку. Получилась петля с наклоном вправо. Такие убавки будем делать около каждого маркера. Провязываем все петли лицевыми до следующего маркера, не довязывая 2 петельки.
Первую петлю снимаем, вторую провязываем, накидываем на нее предыдущую. Маркер, лицевая, 2 вместе провязываем за переднюю стенку лицевой. Вяжем до следующего маркера, не довязывая 2 петли. Первую снимаем, вторую провязываем, накидываем на нее предыдущую, маркер, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой за переднюю стенку. И у нас остается 4-й маркер. Точно так же провязываем 2 вместе с наклоном влево, маркер, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Мы провязали ряд. Следующие убавки у нас будут через 2 ряда. То есть сейчас провязываем 2 ряда просто лицевыми петлями. И будем чередовать ряд с убавками, 2 ряда без убавок. Будем так вязать до тех пор, пока на спицах не останется 10-15 петель. У меня на спицах осталось 14 петель. Отрезаем рабочую нить, вставляем в иголку широким ушком и пропускаем через все наши петельки. Затягиваем, уводим нить наизнанку, с изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостики. Кончик наборного ряда тоже прячем, уводим наизнанку и пропускаем по задним стенкам петель в одну сторону и в другую. Наша шапочка готова, отправляем ее стираться. Можно стирать в машинке на режиме ручной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде.